Доброе утро, ребята! Ну что, я только что выгулила Эмму. Сейчас я выпью стаканчик водички, пойду сделаю вакуум, как я вам показывала это все в прошлых влогах. То же самое делаю. Кстати, многие задавали вопросы, сколько времени я держу вакуум. Стараюсь около 10 секунд держать вакуум и делаю так 5 подходов. Потом я уже пойду сделаю себе завтрак. Ну а вообще я хотела сказать, что сегодня начинаю неделю влогов правильного питания, потому что эта неделя у меня будет, очень насыщенная. Для тех, кто не в курсе, сегодня я еду в Коламбус, в Огайо, на Арнольд. Вот такие дела. Целую неделю меня не будет, целую неделю я уезжаю в холодное Огайо. Буду паковать сейчас все свои вещи. Будет просто нереально круто. И я хочу просто заснять вам вообще все это мероприятие. Для меня это просто нереальный какой-то опыт. Да и вообще в жизни не мечтала никогда попасть на Арнольд. Но вот так вот просто сложилось. И это будет не единственная наша поездка. Как вы знаете, я сотрудничаю с брендом спортивного питания. Так что мы будем колесить просто по всему США. Так что я просто очень сильно предвкушаю нашу поездку. Я надеюсь, вы тоже. И давайте перейдем к завтраку. Вы знаете, я очень пыталась заменить свои завтраки на более белковые, убрать быстрые углеводы, да, допустим, шоколад, какие-то фрукты. Но вот хоть убей, у меня не получается это сделать. Я очень люблю овсянку. Я очень люблю овсянку с фруктами. И вот этот вариант этой овсянки я делаю уже, наверное, месяца 3 каждый день. Я пыталась там какую-то, допустим, яичницу есть, яйца вареные, вы тоже это видели, но не получается. Так что сделаю я сейчас свой любимый завтрак и буду потом заниматься упаковкой еды для себя в дорогу. Мой завтрак готов, и я, естественно, выпиваю необходимое количество витаминок на сегодня. Это будет первая часть. Вторую часть я уже выпью там в пути. И сейчас я еще приготовлю вот эту клеточку, полностью заполню себе на дни моего путешествия, отсутствия, чтобы у меня всегда были витамины. Даже если я отсутствую, чтобы у меня всегда вот эта коробка была вместе со мной, и я не забывала принимать необходимые витаминки. Ну что, я собираю еду с собой. Смотрится, будто не на одного человека так много вообще. Так что здесь у меня 2 основных приема пищи. Это у меня индейка. Мы запекали недавно индейку. Немножко вермишельки грубого помола и соуса, чтобы совсем уж не тоскливо было. Это у меня овощи, половинка перчика красного и тут морковки. Здесь у меня печеньки Тима. Здесь у меня печеньки овсяные 4 штучки с протеином, которые я пекла недавно совсем. Миндаль, не соленый, не обжаренный, обычный миндаль, так чтобы просто хрустеть, если там хочется чего-нибудь перекусить. Дальше у меня все витамины на всю мою поездку. Я распределила это сегодняшний день, который мне нужно будет доесть в середине или в конце дня. 2 яблочка. Ну и водичка, кстати, очень классная, вкусная, действительно вода. И чуть ли не забыла, целый шейкер протеина. Я сюда засыпала 8 порций. Надеюсь, мне их хватит. Ну, как бы хотя бы раз в день протеиновый коктейль себе делать. Я думаю, достаточно будет. Глупая мышь, ты будешь скучать по мне? Ты будешь скучать по мне? Ты меня потом признаешь через неделю? Ты меня признаешь? Признаешь? Листья все заносит в квартиру. Ты моя жопка, сладенькая мышка. Так, ну что, я начинаю собирать свои вещи. Вернее, я уже практически закончила. Вроде бы на неделю, что там, много вещей надо, но из-за того, что мы едем в холодный штат, мне нужно будет брать более-менее теплые вещи. Это то, что я как бы надену с собой туда, возьму еще селфи-палочку, сумку с едой, там, с документами какими-то, это все я тоже с собой возьму. Это уже я буду брать с собой на неделю все вещи. Там, в принципе, не так уж и много. Просто у нас около 7 футболок, таких брендированных, которые нам нужно будет там находиться. Ноутбук, естественно, я беру с собой, всякие зарядки. Вот такая классная сумочка с мини-версиями всех моих продуктов, которые я использую. Там шампунь, кондиционер, смывка для макияжа, лак для волос. Я все поместила. Мой крем обычный дневной. Зубная паста, щетка. Все, в принципе, как по логике вещей.
Тут в чем я буду спать, в принципе, кроссовки, теплые кофточки, целая куртка у меня там еще даже есть, я вам потом ее как-нибудь, наверное, покажу. Это моя косметичка вместе с косметикой и расческой, в общем, какими-то мелочами, жесткий диск. Здесь я держу свои мелкие такие провода, которые мне необходимо. Зарядка для фотика, обязательно, чтобы не забыть. Ну и, в принципе, телефон. Все, что мне нужно будет на целую неделю. Я надеюсь, я ничего не забыла. Пока что конкретно мы не знаем, во сколько мы будем выезжать, потому что там еще ожидается какая-то доставка каких-то вещей для экспо. Поэтому я просто поеду в тренажерный зал, не буду заниматься, просто буду ждать, там, заниматься своими делами, может быть, поработаю немножко. И буду ждать отмашки, когда мы будем ехать. Я вам покажу, на чем мы будем ехать. Я думала, что я никогда не достану этот чемодан, но он мне пригодится еще очень-очень много раз. Ну что, сейчас еще 1:30 дня, и выезжаем мы, я так поняла, где-то к 3 часам дня, поэтому я еще перекушу обязательно, потому что я только завтракала. Перекушу овсяным батончиком вместе с чаем. И основной прием пищи, наверное, какой-то сделаю себе. Кстати, я только что выставила в Инстаграм кусочек маленького видео с моего позирования. Мы вчера ходили в тренажерный зал, нам еще девчонка помогала по позированию. Ставили все, смотрели, как все выглядит сейчас. Я надевала купальник, и я еще нацепила длинные трессы моего цвета волос. То есть я вот хотела посмотреть, как оно примерно будет и как позировать вообще с длинными волосами, потому что все нужно учесть тоже. Так что, если вам интересно, обязательно бегите в мой инстаграм, посмотрите, как это все дело выглядит. Конечно, еще очень много недоработок, всяких там мелочей по позированию и по форме. Я еще буду, сколько, 3 месяца еще мне до соревнования, так что еще времени очень-очень полно, но я не скажу, что много работы осталось. Так что все, пойду приготовлю себе кушать и буду уже окончательно собираться. Боже, собака сегодня целый день какая-то расстроенная ходит, будто понимает, что я уезжаю. Я в шоке, такой первый раз вижу. Ходит такая вечно, ластится ко мне, да, котик мой? Да, котик? Если хотите увидеть рецепт моих овсяных батончиков, моих фирменных протеиновых овсяных батончиков, то ставьте лайк этому видео. У меня уже снят рецепт. Я, наверное, просто вставлю этот кусочек с рецептом в следующий ролик или отдельным видео. В общем, пишите, как вам интереснее, как лучше сделать. Ну что ж, перекушу я, наверное, перед отъездом. И, в принципе, тут у меня перекус будет практически из того же самого, что я с собой беру. Это индейка, немножко фасоли, перец, салат и вот этот соус, которого я никак не могу от него избавиться. Вообще, я очень сильно люблю этот соус, просто пока что он мне не надоел, и пока что я еще могу его кушать, чуть попозже уже вообще уберу все соусы, все самое-самое вредное, самое любимое. Пока что могу чуть-чуть добавлять к мясу, потому что оно уж слишком как-то сухое получилось. Мне как-то не понравилось, как я в этот раз делала индейку, как-то суховато она получилась, ну, по-разному всегда получается. Поэтому покушаем и уже будем скоро выезжать. Whoa, so cool. You're filming? I don't see this before. Cool. Oh, they have microwave. It's cool. Oh. Where would you like to see here? I don't know. I want to see here just because it has a table. Oh, peanut butter? Yes. Oh. Ну что, ребят, мы уже в автобусе, боже, какой-то прям целый домяра. В общем, это как дом на колесах. Я всегда мечтала что-то подобное посмотреть, как это все выглядит внутри. В общем, такое место водителя, боже, прям какой-то бортовой компьютер. Еще одно место, диванчики. Тут целая кухня есть, даже печка, вот это прикол. Вода, кстати говоря, мы взяли с собой тоже воду. Ну ладно, ничего страшного. Микроволновка, умывальничек, орешки. Такие вот окна. Телевизор, круто, и там кровать. И холодильник, кстати, только заметила. Круто. В общем, пойду сейчас отдам Диме ключи. Мы еще пока не выезжаем, конечно, чуть попозже. Но я просто решила притащить все свои вещи сюда, чтобы они уже здесь лежали. Я взяла с собой теплую кофточку, потому что я не знаю, как тут кондиционеры бывают разными. И вот так вот выглядит
наш автобус, не знаю, дом на колесах снаружи, весь обклеен. О, yeah, you need this. Это девочка Джоанна, я с ней буду жить в одном отеле, в одной комнате, мы вдвоем будем. Now little bit in Russia. Ну что, ребята, мы отправляемся, я тут единственный человек, который говорит на русском языке, и никто меня не понимает. Мы едем в Ohio, Коламбус, мы будем там целую неделю. Это, кстати, моя напарница по отелю, мы вместе с ней будем жить, так что мы еще увидимся. И нам предстоит путь в 16 часов, 16 hours. 16 hours. Oh, insane. Yeah, we're gonna be in the Arnold in Ohio. We're gonna be at the group 1123, and it's gonna be so much fun. And number of our boot is 1123. 11:23. Так что если кто будет в Огайо, на Арнольде, обязательно подходите, будем делать селфи. Так что увидимся там. Ребята, вы мне говорите, что я много принимаю витамин. This is for 1 week, yeah? I just put the names here, and then I just fill it out. И еще у Джованны написано, что, когда конкретно она должна принимать. Кстати, это все расписал Тьяго, выступающий атлет, который едет на Арнольд. Так что, блин, это очень круто. How many drugs? I don't know. How many pills you take per day? About like total. 1, 3, 24. 24 per day. Oh my god. Yeah, it's too much for me. I'm just starting to do this. Мы еще ждем одного нашего участника команды, так что совсем скоро будем отправляться. У нас тут водичка, куча еды. Конечно, не все придерживаются правильного питания здесь, но большинство из нас занимаются спортом и берут еду с собой. Вот у меня целый галлон воды с собой здесь. Также я забыла вам показать его. Janet, I'm filming for my Russian subscriber. It's okay? It's okay? Oh, yeah. Just tell about how, what do you eat a day? Just an example of what I eat a day. Yeah. Okay. But are they gonna understand me? I put subscribe. Yeah. Nice. Okay. Yeah. Well, Not on her food. what do I eat? I typically in a normal day, I'll, especially on a day that I prep my food, I'll have about 6 meals a day, even up to 8. When I start doing the competition, I do 8 meals, but 6 meals a day. So I'll start off in the morning. I do about 6 egg whites, 1 whole egg. Actually, 5 egg whites, 1 whole egg, and I do half a cup of oatmeal. Okay, and I'll take my CLAs, my fats, digestive enzymes. I take almost with every meal, at least 3 meals, digestive enzymes. And then throughout the day, I'll do about 6 ounces of protein. I'll do 6 ounces of protein and then 4 ounces of carbs, and I do a cup of vegetables. That's usually my routine. Yeah, Janet у нас просто потрясающий атлет. Она действительно следит за своей формой. Это для тех, кто вообще не в курсе, до чего и кто вообще с нас едет. Поэтому у нас просто отличнейшая компания, которая помогает и мне питаться правильно, что все едят в основном правильную пищу сейчас. И я, наверное, тоже покушаю, потому что уже 6 часов, я приехала в 3 часа. Наверное, нужно чего-нибудь перекусить. I'm gonna see if I find one like close. I'm not like enough. Yeah, so you have chicken. Don't be shy. You're gonna be in my channel a whole week. yeah. This is your shot, but this is chicken and broccoli. And that's it. Yes. So, okay. Я так понимаю, что мне переводов. I think I have more carbs than you have. Мы остановились. Я сейчас сделала себе разогреться мою еду. Там у меня курочка, если вы помните, и вермишелька. Мы пока остановились, поэтому я думаю перекусить, потому что все перекусили. Кто-то уже отдыхает, поэтому пришла моя очередь. Oh my god. Oh my god. I'm like scared. Я чуть не подавилась своей едой, потому что она шатается очень стол. В общем, с Джованной сейчас будет кушать вот такую ложечку peanut butter. Это настоящий, то есть там в составе только peanuts, то есть орешки. И вот такой хлебец. В общем, такие как бы полезные жиры ей помогут оставаться как бы всегда активной в течение вот вечера, получается. Так что вот такая ложечка у нее 1 serving per day. Yeah, just like this.
Yes. Or couple? No, Spoons. 2 of this. Ah, 2 did. per day. Like in the morning or in the middle of your day? It should be on my 3rd meal, Ага. but Мгм. I didn't have it today, so I'm gonna Ага. have it now. Ну, я уже доедаю уже свою курицу, как бы немножко так поклевала овощей, как-то не очень хочется мне, не знаю. И мои орешки стоят здесь, которые, ну, в принципе, я уже их всех съела, ну, как бы половинку, где-то жменьку я такую съела. Еще я поняла, что мне нужно убирать все-таки углеводы, посмотрев на то, что как девочки питаются другие, потому что у меня соус точно надо убирать с моего питания, потому что, ну, соусы, они лишнюю, как бы, углеводность дают. Ну, и как я планировала, ближе к соревнованиям я вообще буду уменьшать углеводы, буду в основном овощи какие-то, фрукты тоже уберутся многие, но однозначно буду убирать углеводы, такие как вермишель, какие-то фасоли и так далее. Ну, мы уже, в принципе, едем, но едем очень медленно. Просто нам нужно выехать из города, и когда мы будем на хайвее, время пойдет, наверное, быстрее. Мы остановились на кофеек для водителя. И мы тут разложили такую крутую кровать. В общем, тут, оказывается, стол опускается, можно сделать кровать, так что я уже практически улеглась спать, хотя сейчас 8 часов вечера, еще очень рано, но мне просто так болит голова. Хорошо, что один из нашей команды, мужичок, взял таблетки от головы, я выпила, потому что у меня просто голова взрывается. Слишком много английского, реально. Если слишком много английского, то просто голова взрывается и хочется просто отдохнуть. Я, наверное, где-то последний раз поела, как-то есть не особо хочется. И остальной там мой второй прием пищи, наверное, я как-то утром или днем скушаю что-нибудь, ну, когда проснемся. Поэтому это у меня будет уже на завтра. Мы только что покинули Флориду, едем. Уже, в принципе, хочется спать. Где-то, может быть, через полчасика лягу спать. И мы с вами встретимся уже в следующем влоге. Юху!